Друзья, всем привет, меня зовут Тихон, и вы на моем канале. Знаете, что я люблю? Вы уже догадались по названию. Это шаурма. Шаурма – это божественный свиток, дар, данный нам свыше, чтобы мы могли наслаждаться в те моменты, когда мы не можем поесть полноценно. Заплатили 120 рублей, получили свой свиток, наслаждаетесь, все течет по вам. Кайф. Но что может быть лучше, чем хорошо приготовленная домашняя шаурма? Сегодня этим мы с вами займемся. Я буду готовить шаурму из курицы, и первое, с чего мы начнем, это маринад. Ну и прежде чем мы начнем готовить маринад, я, как всегда, рекомендую подписаться на наш инстаграм, чтобы следить за новыми рецептами, выпусками и бэкстейджами со съемок. А мы начинаем. В глубокую кастрюлю я налью примерно 200-250 мл растительного масла, выдавлю туда половинку хорошего узбекского лимона. Косточки, не косточки, сейчас вообще это не принципиально. Вот так. И отправляю туда 2-3 хорошие ложки томатной пасты. Теперь, что касается специй. Смесь 4 перцев, немножко зиры, буквально пол чайной ложки, чайную ложку сахарного песка, хорошую столовую ложку соли, паприка, примерно чайная ложка, и чайная ложка сухой красной аджики, острой. И все это хорошенько разминаем и перетираем в ступке. Отличная ароматная смесь. И высыпаем это все в растительное масло. Пока специи, растительное масло, лимонный сок, все это смешивается, объединяется ароматами, стоит в сторонке и перемешивается, так сказать, я подготовлю мясо. Я буду использовать два вида куриного мяса. Это куриная грудка и куриное бедро, которые я буду чередовать между собой на вертеле. Именно для того, чтобы во время приготовления грудка не пересыхала, с бедрышками не казалось слишком жирно. Такой микс 50 на 50 мне кажется оптимальным. Но такой кусок курицы будет промариновываться долго, будет жариться долго, соответственно пересохнет. Поэтому грудку я пластаю напополам, а с бедрышек буду удалять хрящики и лишние ненужные части, которые там остались. Просто распластую грудку, даже, наверное, на 3 части. И теперь бедрышки. Проверяем их на наличие хрящиков. Если все в порядке, то можно просто нарезать напополам. Вот здесь вот есть небольшой хрящик. Если есть сильно толстые части, их тоже можно распластовать. Как вы уже поняли, нам нужны пластинки примерно полсантиметра толщиной. Также к куриному мясу отлично подходит чеснок, поэтому я возьму 3 зубчика, раздавлю их и добавлю к маринаду. Немного их порубить. И теперь добавляем к нашему маринаду мясо, чеснок и все хорошенько перемешиваем. Разумеется, руками, вкладывая душу в каждый кусочек. Нам нужно, чтобы маринад покрывал каждый кусочек мяса. Вот так. Ну и все. Закрываем наше мясо, покрытое маринадом, оставляем его полежать в таком состоянии хотя бы 2 часа, лучше 3-4. Будем насаживать его на вертел и жарить нашу шаурму. Ну что, друзья, наше мясо промариновалось, и сказать, что оно пахнет божественно, это ничего не сказать. Вы посмотрите, как оно аппетитно выглядит даже в сыром виде. Каждый кусочек нашей курицы напитался этим замечательным ароматным томатно-чесночным маринадом. Теперь, что касается жарки. Конечно, идеально, если на улице стоит летняя погода, и вы можете пожарить это мясо на мангале. Запах дымка ни с чем не сравнится. Если нет костра, можно запечь мясо в духовке, выложив его на решетку. Ну или на крайний случай просто пожарить на сковороде. У меня же есть наша старая боевая подруга-духовочка и вот такой вот замечательный вертел, на котором я и буду жарить это мясо по принципу настоящей шаурмы. Снимаю зажим и нанизываю наше мясо плотными кусочками, чередую грудинку и бедрышко. Поочередно буду нанизывать мясо. Как же оно вкусно пахнет. И хорошенько прижимаем наше мясо.
Теперь, что касается обжаривания. Опять же, если вы готовите на углях, там все понятно. Духовку разогреваем до 180 градусов, в моем случае это вертел, в вашем случае это верхний и нижний нагрев. И отправляем туда жариться нашу курицу. Для того, чтобы срезать первый слой, это займет примерно полчаса, минут 40. Ну и если с мясом более-менее все понятно, овощи в нашу шаурму будут идти стандартные, это помидор, огурец и лук, которые мы нарежем чуть позже, то самое время заняться соусом. И сегодня мы приготовим настоящий турецкий соус, который готовится из чеснока и растительного масла, и по консистенции будет напоминать что-то среднее между майонезом и кефиром. Нам понадобится целая головка почищенных зубчиков чеснока. Примерно 10-12 зубчиков отправляются в блендер. Туда же я добавляю щепотку соли и буквально чайную ложку яблочного уксуса. Можно заменить на лимонный сок. И хорошенько измельчаем. Зачищаем чеснок по стенкам, если надо. И повторяем так несколько раз. Чеснок мы слегка измельчили. И теперь потихоньку буду вливать растительное масло. Начну примерно с 50 мл. Опять же, зачистим весь чеснок. Такая однородная чесночная масса у нас начинает получаться. Я добавляю еще немного растительного масла. Невероятно чесночно и ароматно пахнет. Смотрите, абсолютно однородная консистенция. И теперь нам понадобится обычный нейтральный йогурт, без вкусовых добавок, просто хороший йогурт. Примерно 150-170 грамм. Добавляю к нашему маслу. И еще раз хорошенько блендерим. Глянцевый, чесночный, с легкой молочной ноткой. То, что нужно. Просто великолепный соус. У нас ушло примерно 100 мл растительного масла, как я сказал, 150 грамм йогурта. Такой соус не будет ощущаться жирным за счет йогурта, но в то же время это намного вкуснее, чем смесь магазинового майонеза с чесноком, кефиром, как это делают во многих забегаловках. Ну и переходим к нарезке овощей. Здесь все просто. Огурцы, помидоры тоненькими слайсами, лук режем полукольцами. Берем хорошие помидоры, желательно с веточкой, чтобы они были более ароматные. И нарезаем их полукольцами. Для удобства использования в шаурме можно нарезать крупные помидоры напополам. Огурец нарежем тоненькими пластиночками. И потом небольшой соломочкой. И репчатый лук тоненькими полукольцами. Овощи для хорошей шаурмы обязательно должны нагреться до комнатной температуры, чтобы потом ваше горячее мясо не остыло от холодных овощей. Ну а нам остается только наблюдать за нашим красивым мясом, ждать и периодически срезать вкусные запеченные кусочки. Время подрезать сочные зарумяненные кусочки курицы. Вы только посмотрите на эту красоту. Пускай мясо напитывается маслом. Большая часть курицы зажарилась, пропитывается маслом в духовке. У меня подготовлен замечательный армянский лаваш, хороший, эластичный, с минимальным количеством дырочек. А это значит, что мы можем набирать наше сочное мясо и собирать шаурму. Вы только посмотрите, насколько это вкусно выглядит. Дело остается за малым. Начинаем скручивать. Смотрите, соус немного подзагустел. Буквально чуть-чуть смаживаем нижнюю часть лаваша и выкладываем наше мясо. Сочные огурцы, немного репчатого лука тем, кто любит, томаты. Это обязательно. И завершаем хорошей порцией соуса. Осталось только подрумянить лаваш, для того, чтобы он стал хрустящим. Для этого разогреваю сковороду-гриль и выкладываю шаурму
швом вниз. Мокрой рукой можно немного смочить лаваш, для того, чтобы он лучше склеился между собой. И переворачиваем нашу шаурму. Ну и надо ее разрезать. Нам не помешает немного соуса. И наша шаурма готова. Тут самое главное не затягивать, пока из нее не пойдут соки. И начинать пробовать. О, какое же вкусно! Невероятно, друзья. Мясо настолько пряное, настолько ароматное. Плюс это чесночный йогуртовый соус. У меня нет слов. Ни одна уличная шаурма не сравнится. Только приготовлена на костре. Хочется сказать, что вот так легко и просто и без лишних заморочек мы приготовили эту шаурму. Но хорошая шаурма стоит того, чтобы над ней поработать. Зато потом вы можете нарезать мясо, подготовить овощи и накормить всю семью или круг друзей таким замечательным и популярным во всем мире блюдом. С вами был Тихон, не забывайте подписываться на канал, оставляйте ваше мнение в комментариях, будет интересно почитать, какие соусы для шаурмы и мяса вы используете. Ну и до скорых встреч. Пока!